Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно для тебя что? Взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой галактический футбол. Второй сезон, 24 серия. До конца сезона осталось совсем чуть-чуть. Возможно, мы сегодня даже сможем досмотреть, возможно, не сможем, пока не знаю, как пойдет. Вот, но что можно сказать? Snow Kids выиграли Lightning, остался финал, возможно. Ну, в этой серии, скорее всего, финал не будут показывать, покажут. Вот. Растянут опять в 26-й серии только они там. 25-26, наверное, будет финал, мне кажется. Или 25 будет финал, 26 будет там какой-нибудь итог финальный. Но, возможно, в этой серии уже Блейлок взорвется на своем корабле, как там Гэрис уже его заминировал. Посмотрим, что там вообще происходит с этим. Так что давай, включаем. Короче, Локон какой-то падает сегодня. Прям. Вы найдете поток. Огромную волшебную энергию. Здесь, на океане, мы называем ее дыхание. Что-то ты сегодня тихий какой-то, братан. Поток настолько силен, что его пришлось запретить всюду, кроме галактического футбола, самого зрелищного спорта в галактике. Но 15 лет назад таинственный взрыв потряс Океану. Унес дыхание и лишил нас шансов на участие в турнире за Кубок Галактики. 15 лет без хорошей команды и ничего, кроме снега и льда. Но теперь появилась надежда, что новые молодые игроки оживят дыхание Океаны. Что-то и звук здесь отстойный в этой серии, и серия, походу, не перерисована, потому что она как будто оригинально вся мутная. Да, в 360 как будто. Да, хотя Full HD стоит. Наша судьба в их руках. Они решили под конец не заморачиваться, судя по всему, загружает. В предыдущей серии. И мы снова на стадионе Генезис на этом невероятном полуфинале. Тогда будем играть в команде и будем использовать дыхание вместе. Когда будете пасовать, постарайтесь передать с мячом и дыхание. Похоже, они передают свой поток от игрока к игроку. Я такого фокуса никогда не видел. Snow Kids переломили игру. Я должен остановить его, но я его не вижу. И Lightning снова ведут. Ахита, что с тобой? Ахита все еще болен. Я уверена. Есть! Начинается дополнительное время, и мы ждем золотой гол. Snow Kids выходят в финал Кубка. Соня и его друзья получат от меня незабываемый подарок. Последние приготовления. Автор сценария Джеффри Пол Керни. Короче, я нас убавил. Мы не должны теперь быть сильно громкими на фоне этого. Но музыка сейчас полностью вкручена. Выкручена. Не знаю, что-то слабенько. Музыка? Галактическая пицца. Громкость. Я бы не отказался от пиццы прямо сейчас. Беннет, у нас нет времени на еду. Ты бы хоть вид сделал, что ищешь Блейлока. Прости, малыш, мне просто поднадоело уже. Мы торчим в Астропорте уже несколько дней. Да, я понимаю твои чувства. По-моему, Блейлок призрак. Соня считает, что он вполне живой. Что ж, Соня у нас главный. Арти, Скоро поедим, я тебе обещаю. глянь на типе в центре. Того в капюшоне. А ты уверен, что он не из наших? Соня и Корса тоже надевают капюшоны. Посмотрю идентификатор. Не может быть! Это генерал Блейлок! Полное совпадение. Так идем за ним. Мы же не можем... Возвращаемся к прошлой серии. Вот смотрите, нам сейчас показали идентификатор. Идентификатор определяет личность, судя по всему, даже в одежде, даже в закрытом, со спины. То есть идентификатор, ну, не видел ни лица, ничего. Он со спины просто определил, кто это. А в прошлой серии наш Сонька сидит на стадионе Генезис на чемпионате полуфинала турнира «Кожаный мяч». Видимо, никаких идентификаторов у них там нету. И у них нету, а у пиратов есть. То есть Так пираты... это специальная разработка их. Просто Даже выпрыгнуть в техноид толпу. такой. Есть идеи получше? Вообще-то нет. Вы что?
Тем более, почему они, ну ладно, они проверили его на идентификатор. Я хотел сказать, ну мало ли какой Дарт Вейдер ходит в капюшоне. Он должен быть где-то здесь. Ненавижу эти рынки. Он прям перед вами идет. Арти, Ага. вон он. Он бы еще около них стоял, они такие, где он? Ну же, Корсо, ответь. В чем дело, Беннет? Мы нашли Блейлока, он возле Астропорта. Вы уверены? Сейчас будем. Сони, они засекли Блейлока. Пошли. Тем более они говорят, что Соня тоже ходит в капюшоне, но Соня не ходит в капюшоне. Это какой-то платок, который превращается в капюшон. То есть это не отдельная, вот как у него накидка какая-то, типа курточка и с капюшоном. А у Сони обычно его красная одежда, он накидывает какой-то платок. Но они все пираты так делают. Накидывают платок и просто делают из него капюшон. Это разное. Сэр, держу пари, я знаю, что вы ищете, и у меня это есть. Но вы, конечно, беспалевные, Может быть, ребята. вас заинтересует квазарная установка. Я похож очень на человека, компактная. которому нужна квазарная установка? Я уверен, у меня найдется все. От тебя мне ничего не нужно. Понял? Хорошо. Гаррис, мне нужна твоя помощь. За мной идут двое пиратов. Конечно. Вот он какой-то вот под конец сезона стал беспомощный. Я не знаю, он все время такой, Гэрис, мне страшно, Гэрис, сделай вот это, Гэрис, вот. И типа, а Гэрис, наоборот, в глазах такой, типа, Да, я он босс. поднимается, да-да-да. Да-да-да. Ну, потому что, если Гэрис общается с другими людьми, ему ничего не угрожает, он как бы самодостаточный, то Блейлок-то, получается, единственный, кому он может доверять, это Гэрис. Поэтому... Просто из Блейка делали сначала такого Опасного бандита, да. преступника, да. А сейчас он вообще какой-то жалкий. Да, наверное, вот не продолжили его ветку, где надо было додавить. То есть он был неадекватным таким антагонистом, Да. и надо было продолжить эту неадекватность, типа, чтобы он сейчас увидел пиратов и сразу начал в них стрелять из бластера, там что-нибудь такое, какую-нибудь ловушку, бомбу бы подстроил, там еще что-то такое. То есть показать его неадекватность дальше, а тут здесь они реально его как будто под конец сезона начали сливать. Возможно, это сделано для того, Чтобы мы поняли, такие, Гэрис главный этот... антагонист третьего сезона. Да-да-да. Третьего сезона? Ну, возможно, поэтому нам его поднимают как Мне бы в кажется, глазах. этого сезона. Нет, здесь пока он вообще ничего плохого не сделал. Он хочет от Блейлока избавиться. Какой он из него злодей? Генерал, я приведу летающую платформу. И побыстрее, я на тебя рассчитываю. Гэри сейчас психанет, уничтожит Блейлока и скажет, блин, пираты, можно я к вам вступлю? Вы такие хорошие. Какая у него должность вообще в техноиде? Гаррис, на вечернем... Правая рука вот этого. Да, генерал. В смысле, ваше превосходительство. Что ж, доброй ночи. Доброй ночи, ваше превосходительство. Правильно задумываешь. Опять что-то подозревает. В прошлом сезоне в конце начал подозревать, в этом в конце Где он, что-то. Арти? Только что был тут. Так теперь его тут нет. Отличная работа. Где Блейлок? По-моему, мы его потеряли. Что? Как вы могли потерять? Вот я, конечно, ничего сказать не хочу, Вообще ребят, но... надо было, чтобы один наверху стоял, а другой вниз пошел, как бы его искать, чтобы другой следил за ним. Мне кажется, от них даже слон в посудной лавке сбежит. Его. Он просто Скроется. растворился в толпе. Значит, он рядом. Расходимся, мы его найдем. Переулок. Где еще спрятаться крысе? Ох, какой ты. Как, Сони Блэкбоунс? Как это я на тебя наткнулся? Самый разыскиваемый пират в галактике. Да, мне повезло. Блейлок. Я удивлен, что ты еще узнаешь меня. Я уже не тот, кем был благодаря тебе. У меня металлическая рука и нога тоже из металла, и я больше не улыбаюсь так, как раньше.
Мы гораздо сильнее. Может быть, ты и уничтожил мое детище Метапоток. Но ты создал меня, Сони, и я тебе благодарен. Хочешь посмотреть, как я прекрасен? Ты чудовище. Внешность обманчива. Я следующий император. Слагара напоминает из, или как его там, из Редвелла. Да, да. А Мы уже сравнивали, по-моему. Да? Да, да. Что-то я не помню. Не понимаю, почему Санька, который самый главный пират, такой опасный, весь из себя. Тоже тут такой жалкий что-то. Да, реально. И его схватили. Ну да, может быть, тебе больно. Ну ударь ты его так по руке, как бы, чтобы она соскользнула. Какая бы у него ни была рука, она, ну, может соскользнуть, мне кажется, с одежды, с ткани, вот это все. Вот это как-то так выставляет, что он вот вроде сам идет искать Блейлока, а когда Блейлок перед ним, он такой, Блин, а что мне делать? страшно. Да, тебя откинули, да, больно, но мне кажется, в этой ситуации надо как-то, ну, ты же сел, ты же немножко сел, Нет, значит, если ты бы он можешь... хотя бы какой-то малейший отпор дал, было бы понятно. И как бы отпор дал, и его бы загасил Блейлок все равно. Ну да. Вот тогда было бы логично. А так он просто такой пришел и испугался его. Да даже здесь он вот вроде сел, он может в рацию сказать, типа, ребят, мне нужна помощь в переулке, или попытаться убежать хотя бы что-то. Ну, сомневаюсь, что этот кибернетический Блейлок сможет догнать его. Ну, то есть, странно нам эту ситуацию показывают. Галактики. Скоро все окажутся передо мной на коленях, как ты сейчас. Я могу создавать энергию из ничего. Сфера. Слишком поздно, Сони. Я собрал весь нужен мой совет. Попрощайся с Диджоком. Финальный матч наверняка станет для него финальным. Впрочем, вряд ли у тебя Финальный матч станет для него финальным. Такое ощущение, что он его за ухо взял, знаете, вот когда ребенок провинился, ты такой за Да-да-да. ухо, а кто здесь? А ты это сделал? Это так-то. будет такая возможность. Ой, ну наконец-то хотя бы отпор, ну наконец-то. Да ты просто спятил. Сони, Вот ошибка злодея, он рассказывает свои планы, то есть Сонька не знал, что последний матч для Диджока будет это последним матчем, а сейчас он рассказал, сейчас они ему руку повредили, сейчас он сбежит, сейчас они поймут и начнут что-то придумывать, чтобы спасти Генезис. Ну-ка. Да не попадет, конечно. А, ты цел? Это Просто вот со стороны смотришь и такой, как будто два старика подрались только что. ага. У кого палка Два сильнее. пенсионера. Блин, а вот эта штуку, которую он метнул, не помню, как она называется, ну, короче, вот он метнул, она должна была быть электрическая, чтобы Блейлоку ноги связала, током ударил, он такой, типа, весь в конвульсиях лежит, и все. Да. Мне кажется, такие тут должны быть. Они не доработали немножко. Да. Блейлок. Он жив. Надо остановить его. Жди здесь, Сони. Расстроился. Обиженный. Пенсию не прислали. Генерал, садитесь. Ну не догнал. Медленно бегаешь, деда не смог догнать. Твои дни сочтены, Сони. Сони? Что? Еще один дед. Забыл, как антагониста зовут. Он такой. Как тебя там? Как там тебя зовут? Ну, не знаю, давай будешь Да вот. Сони. Как его, блин, в Обане? Опять забыла. Дон Донвей. Вей? Дон Вей, который все время такой моль, такой Ева! А, Ева! Да. Это вот сейчас Сони, блин. Эти два старика дрались. Ну, блин, вообще сходка. Не, а типа, нет, знаешь, реально он такой, Блейлок уезжает, и он такой просто он вспоминает, что Сони там полумертвый сзади лежит, и он такой, блин, его дни сочтены, моего Соньки. Типа, может, так это задумывалось? Я не знаю.
Спасибо, что прилетел, Гаррис. Я хочу, чтобы ты немедленно вернул ящики, которые ты хранишь. Генераторы потока? Но, генерал, пираты чуть не схватили вас. Я вас умоляю, это небезопасно. Я сам решаю, когда безопасно. Предлагаю тебе отправиться подальше от стадиона Генезис. Финальный матч будет взрывным. Да, генерал. О, как взрывным. Или твой корабль будет взрывным. Он ушел, Сони. На летающей платформе. Платформе техноида. Соня, твои дни сочтены. Сидишь тут, пожираешь. Техноид? Кто ему помогает? Что он тебе сказал, Сони? Я знаю только, что он планирует месть, и это касается Диджока. Диджок? Но финал завтра. У нас мало времени, чтобы выяснить, как Блейлок планирует остановить матч. Остановить матч? Сони, если эти генераторы потока мощнее, чем тот, что взорвался на планете Шэдоус, Блейлок не просто остановит матч. Он разрушит весь Генезис. Разрушит Генезис? Нельзя допустить это. Я хочу, чтобы все, кто свободен, патрулировали Астропорт и район стадиона. Ищите все подозрительное. Мы должны остановить Блейлока. Да, Сони. Надо защитить Диджока. Я очень горжусь вами, Сноукидс. То, что вы дошли до финала, должно воодушевить вас. Но ваша работа не окончена. Я хочу, чтобы вы тренировались, несмотря на победу над Лайтнингс. Я хочу, чтобы вы были в форме. Игра с Ксеноном будет для вас сложной. Сегодня вы должны тренироваться по-настоящему. Симба и Клэм будут оценивать вашу игру. Так что все в голо-тренажер. Включая Марка и Юки. Клэм, поработай с Марком над ударом, которому учил его Артегар. Хорошо, Арч. Эх, Артегора не хватает. Где Артегор вообще, когда он нужен? У него он же все уже Артегор проиграл. вообще топчик. Как в старое доброе время на Океане, только без тяжелых курток. Надо сосредоточиться на тренировке. Финал завтра. Да, капитан? Сэр. Эй, хватит болтать. Марк, ты будешь атаковать. Ведь Мне нравится эта перепалка между ними. в защите Диджок и Микрайс. Ахита на воротах. Начинаем. О, Он сказал защита, диджок. Майкрайс, может, кто нападающий? да, не знаю. Нет, в защите же он около ворот стоят. А, он нападающий, типа Марк. Да-да-да. Акито, не жалей его, блокируй удары. Да. Ой, блин. Почти. Отличный ход. Спасибо, капитан. Марк, это было потрясающе. Если ты сделаешь это против Ксенона, мы будем прекрасно выглядеть. О, теперь Микрайс нападающий. Знаешь, что хотел заметить? Что в этом сезоне, хотя матчей меньше стало, но они все стали не однотипные. То есть, если в первом сезоне из матча в матче показывают одни и те же сцены, то здесь этих сцен нету повторяющихся. Как будто. У них тренировки по-разному проходят, разные сцены показывают, разные приемы. В матче тоже, то есть, прям... Они постарались именно над динамикой их движений. Вот Да, этих. то есть решили показать нам разные движения, а не из матча в матч одни и те Да, же. это круто. Микрайс. Отличный блок, Акито. Микрайс, не действуй так открыто, не забывай про финты. Да-да, сделай финт, если сам не футболист. Знаешь, шаттлы на Океану идут каждый день. Они как будто хотят переиграть друг друга. На приборах то же самое. Смогут ли они удержаться на этом уровне? Ну, они, типа, угорают тут на поле. А где остальные-то тренируются? Почему здесь только эти трое? Ну ладно, четверо. Где вот эти вот знаменитые погнутые Отличный ворота? удар, капитан. Без потока же бьет. Но они не собраны. Если будут так играть, нам никогда не выиграть кубок во второй раз. Может быть, вернуть их к основам? Устроим дорожку. Пусть бьют по воротам. Эй, Клэмп, я и не подозревал, что ты такой. А вообще неплохая идея.
Пусть делают обводку. Быстрее, Тран, не сочкуй. Ну-ка не сочкуем, все бежим. Все план выполняем. Че, уже запыхались? Больно, да? Завтра будет еще больнее, когда вас раздавят ксеноны, потому что никто из вас не играет вместе с другими. Сегодняшняя тренировка очень важная. Она подтвердила, что ваши тела готовы, а ваши головы думают о следующей неделе. Я хочу, чтобы вы Ну, сконцентрировались. я, короче, знаешь, как считаю, вот если у них завтра уже матч, соответственно, и либо они умеют играть хорошо, и этот последний день ничего не решит, либо они не умеют играть хорошо, и этот последний день ничего не решит. Ну, нельзя... Типа нужно отдохнуть, да? Ну, и да, и отдохнуть, и все такое. То есть, ну, нельзя возлагать все надежды на этот день. Ну, типа, либо вы играли до этого хорошо, либо вы вообще, ну, не работали нормально и не будете играть хорошо. Ну, как можно за один день... Наверстать упущенное. Да, реально, типа, ну, тренировать, объединить, сплочить, ну, отдыхать то же самое, когда... Вот именно, что завтра тяжелый день, без отдыха никак. Концентрировались на завтрашнем вечере. Вы знаете пределы, постарайтесь раздвинуть их, бросайте вызов самим себе. Я хотел бы кое-что вам показать. Клэм, Да, Арч. Что покажешь? Это что, лучшие моменты? Лучшие потоки? Это опять серия, как в первом сезоне? Ну, давай посмотрим. А Клэм в такое свободное время сидит, такой, смонтирую-ка я видос, Реально. нарезку сделаю. Да, в Premiere Под Pro. музыку, чтоб еще и вот такой вот будут переходы. Переходы, да. Вот у Клэмпа много свободного времени, судя по всему. Вот это, кстати, прикольно. Вот как так можно забить? Как вот так вот ножкой можно Можно. топнуть? Можно, у нас так забивали. Реально? Да. Вот так прикольно. Просто молодцы. я бы согласился с Микрайсом, но взгляните на это. Это типа, это как, знаешь, пафос в баскетболе есть, когда кидают вот так назад мяч, он типа залетает Ага. сразу. Типа тоже это так. Такой элемент. Повезет, не повезет обычно. А это он их расстроить решил, да, видимо? Вот такой это ваш слабый момент. Прикол. А там в мяч был удар, в мяч. Достаточно, Клэм. Как видите, у вас неровный стиль игры. Каждый из вас сыграл потрясающие матчи и провальные матчи. Я хочу, чтобы вы все сыграли завтра замечательно. Ну, такова жизнь, она не состоит только из белого или черного. Она чередуется белыми и черными Конечно, полосками. нельзя все делать идеально. Вот именно, они те, что роботы, даже как эти дроиды V3 не справились быть идеальными, их каждый раз на переплавку Да, да. отправляют. Замечательный матч. Не дотянете, и Ксенон разорвет вас. Вот и все. До завтра, Спасибо, сэр. До завтра. Спасибо, сэр. Спасибо. Спокойной ночи. Постарайтесь лечь пораньше и отдохнуть, если сможете. И, кстати, там вас родители ждут. Опять? Сколько Обещаю вам можно? провести вечер с ними. У родителей Они дел до больше нет, походу. Они постоянно Родители? сюда гоняют. Ну, Может какие быть, интересные. родителям стоило бы провести время друг с другом и оставить нас в покое? Было бы Вот здорово. именно. Мы с Ахито нашли новый клуб. Можно всем пойти. Неплохая идея. Я в игре. О, в клуб пойдем нормально, давайте в клуб посмотрим. Местный Как только вся генезисовский эта возня клуб. с кубком закончится, я хочу, чтобы ты позвонила агенту и сказала, что у тебя должна быть собственная линия парфюма. Мэй, сосредоточься на карьере. Забудь об этом, мама. Мэй, скажи маме, что тебе звонил Арч, и что у нас еще тренировка, но что ты встретишь ее у фонтана в 10. Все Snow Kids собираются смыться в клуб, и пусть родители присмотрят друг за другом. Отлично, увидимся позже. Вот родители такие не самостоятельные, конечно, им надо, чтобы кто-то за ними приглядывал постоянно. Вот пусть сами друг за другом и приглядывают. Как это, знаешь, два ребенка, двоих детей оставляешь дома и говоришь, так, следите друг за другом. Да-да.
Извини за краткость, мама. Это был Арч. У нас еще тренировка. Увидимся позже. У фонтана. В 10. Хорошо? Именно у фонтана в 10. Хорошо, значит, у фонтана в 10. Увидимся. Ты вообще с родителями год не виделся. 10 у фонтана. А ты кому Извините, сказал? фонтан 10 часов. Извините. Я забыла про нее. А про этого? Я же такая А думаю, про Соньку? Может, он Соньке бы сказал? ну так я и думаю о том, что типа пираты вообще где-то там. Нет, это Ну, просто... такой, батя, встречаемся в 10 у фонтана, и потом он, Соня приходит, а там все их родители, и все родители такие: чё, 5 миллионов стандартных единиц? Нет, это автобусная остановка, и Джок такой: в 10 у фонтана. Там 100 человек. Я вообще Жду вас забыла там. про нее, потому Чао. что не у мамы. Где же она? Уже 11-й. А что, всем назначили это место встречи? В чем дело, милый? По-моему, они нас провели. Не зря вы министр. Смотрите, самый догадливый. Опа, танцы пошли. Так, ты с микроайсом танцуй. Не надо ни с какими этими Он танцевать. один там. Не, ну вы что вытворяете-то, а, молодой? Я так рада, что ты здесь. Жаль было бы, если бы ты это У тебя там пропустил. ничего нет уже. Я просто как бы за компанию чокаюсь со всеми. Отличная была мысль, Тиа. Прекрасно снимает стресс. Спасибо. Отжигает, конечно. Микрайс, где ты научился так танцевать? Научился? По-моему, он все еще тренируется. Я вас не слышу! А что ты завидуешь считаю, там? что лучше всех. Вообще лучше всех. Сейчас тоже танцевать будет, смотри, тоже танцевать будет, отрываться, смотри, смотри. Опа, застукали. Не стоит останавливаться из-за микроайса. Чё я? Всем марш обратно в гостиницу. Вы сказали родителям, что будем тренироваться? Так будем тренироваться. Микрайс, Ой, застукали. Ой, сэр, я не видел, что это вы. быстро в Простите, мы гостиницу. не хотели. Все. Простите, Извините. сэр. Да, Не дали детям потусей. Ну, А ничего здесь музычка? Да, Клэм? Лэм, иди в голо-тренажерную. Иду, Арч. Нет, Всех Клэм наругал. вообще топчик офигенный. Веди Всех им выгнал. Ксенон. Хорошо. У. Так может сразу так надо было тренироваться, Вот нет? именно. Это же нормальная тема. Что Арч задумал? Не знаю. Может, не стоило идти в клуб? Простите. Плохая идея. Я вообще не понимаю. В 10 вечера родители у фонтана, значит, дети в 10 вечера где-нибудь в клубе. Соответственно, они там часик потусили, пусть даже до 11. Пришли в 12, сейчас обратно в отель, и Арч такой: так, завтра матч у нас утром, но мы сейчас в 12 еще Ночная потренируем. тренировка. Не выспитесь. Сон для слабаков. Так, что с Энди дальше смотрим, если кто спросит. Урмяза. Ну разве так в футбол играют? Не-не, это другая какая-то игра. Ого. Ух ты. Мы влипли. Вот именно, Марк. Вы влипли. Я хотел, чтобы вы увидели, что вас ждет завтра вечером, если вы вдруг забыли. Ксенон не просто хорошая команда, они великая команда. Он как-то Хорошенько нагнетает. Посмотрите на них.
Мне кажется. Мне кажется, Арчи самому страшно. Да, ну то есть, Он как будто сам не уверен. если он в них страх посадит, мне кажется, они будут волноваться, бояться, не выспаться, еще и на поле. Помните, как в первом сезоне Мэй боялась Синеда, когда он сказал, еще раз подойдешь, она такая больше к нему не подходила. Да, Вот мне да. кажется, они тоже будут бояться, не будут подходить такими темпами. Надеюсь, теперь вы все поняли, какой вызов вам будет брошен завтра вечером. Вопросы будут? Тогда спать. И на этот раз постарайтесь отдохнуть. Нормально все выиграет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. До свидания. До свидания. Арвуар. Опять видео монтируют, Что смотри. скажешь, Клэм? Ты меня напугал. Да, но удалось ли напугать их? У него была тактика, он ее придерживался. Да, и Рокет такой, я был в Неверболе, я не из пугливых. Что? Кто здесь? Фонтанов 10. Папа, что ты здесь делаешь? Он такой, а ты мне зачем сказал в 10 у фонтана быть? Меня там чуть не сдали за 5 Миллион. миллионов условных Держи, единиц. я должен Стандарт. сказать тебе кое-что важное. Что? Блейлок жив. Я видел его своими глазами. Я не знаю, что он готовит. Я хочу, чтобы ты был очень осторожен на завтрашней игре. Ладно, но почему? Просто будь бдителен. Мне кажется, Блейлок может попытаться сделать что-нибудь во время матча. В чем дело? Я видел неприятные сны. Про матч. И что там происходило? Да ничего, просто сны. Будь осторожен завтра, Диджок. Не забывай об опасности и удачи. Я буду... Я видел страшные сны. Что ты видел? Да ничего, просто сны. болеть за тебя. Какой толк Спасибо, был в этом отец. диалоге? Ты тоже что там теперь? видишь просто сны? А чё? Это Майя. Надо поговорить. У меня было видение. Я думаю, конец серии уже. Теперь конец серии, ладно. О, какой. Где? Стоит. Вот был Что прикольный это? кадр, хочу его. Тип страшно. Типа он спрятал, а он в домике, его нет. Нет, на самом деле, мне кажется, Джоку тяжелее всего сейчас. Потому Конечно, что он его, вообще сыт. его нагнетают со всех сторон. Арчи Батя, нагнетает, Матя, Батя. сны, все вокруг, короче. Мне кажется, самый уверенный здесь Рокет. Он такой, да я этого Лура в Неверболе вертел, как хотел. Че б я там одного Лура один на один раскидал, всех остальных Луров там тоже раскидаю, поэтому... Да. Вот, так что... Там один Лур будет играть, я отвечаю в следующем матче. Как всегда это бывает. Больше никого не будет на поле. Да. Хорош, ну такая серия, конечно. Не, нормально, слушайте, для того, вот, несмотря на то, что матча не было, были тренировки, они были интересными. Да. Плюс они там немножко похулиганили, потом показали еще одну тренировку. Давайте минусы серии раскидаем. Отвратительная картинка, не обработанная. Отвратительный звук, не обработанный. Ну, это Но- его уже эти технические Но всякие неполадки. следующая серия будет стопудово лучше в этом всем плане, потому что я пока, на ютубчике листал, там, короче, превьюшки я видел. Я еще и думаю, почему эта серия такая превьюшка тусклая? У всех превьюшки яркие, а это тусклая. Ну, теперь понятно, все стало на свои места, потому что тут вообще ничего не сделали, а как-то так. Не переделали, забыли. Не забыли, да. Давай, увидимся с тобой уже на финале. Спасибо тебе за просмотр. Поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.